Это случилось в Атланте, штат Джорджия. В один из жарких летних дней в просторный автосалон на окраине города вошел темнокожий мужчина в простом повседневном костюме. Его звали Джеймс Уокер. Он не производил впечатления богатого человека, одет скромно, без дорогих аксессуаров, без сопровождения, и зашел неуверенно, будто впервые оказался в подобном месте. Некоторые сотрудники автосалона, увидев его, переглянулись и сдержанно усмехнулись. Вместо того, чтобы предложить помощь, они оставили мужчину без внимания, а трое консультантов, включая Тодда, Кевина и Брэндона, открыто позволяли себе насмешки. Один из них демонстративно прошел мимо Джеймса, громко обсуждая нецелевую аудиторию, как бы между прочим. Никто из присутствующих даже не предложил ему воды или не уточнил, чего он ищет. Джеймс терпеливо стоял в зале, осматривая автомобили, записывая что-то в блокнот, делая фотографии. Он не реагировал на издевки и молчал. Спустя некоторое время он направился в офис, где его ждал единственный человек, который знал, кто он такой, управляющий по имени Сэмюэл. Тот встал, поприветствовал Джеймса и повел его внутрь. Оказалось, что Джеймс Уокер не просто клиент. Он был новым владельцем автосалона, недавно купившим бизнес у прежнего хозяина, вышедшего на пенсию. Сделка была закрыта буквально на прошлой неделе, и в этот день Джеймс приехал посмотреть, как работают его новые подчиненные. На следующий день он вернулся, но теперь уже в строгом костюме, в сопровождении юриста и представителя головного офиса. Он собрал весь персонал, представился официально и зачитал список тех, кто был уволен, все, кто накануне позволил себе насмешки и пренебрежение. Среди них оказались Тодд, Кевин и Брэндон. Их удивление сменилось неловкостью, потом мольбой в глазах, но решение было окончательным. Остальные сотрудники получили новое распоряжение. Отныне в этом салоне каждый человек, переступивший порог, будет встречен с уважением, вне зависимости от его внешности, одежды или акцента. Джеймс покинул собрание спокойно, не повышая голоса. Он знал, что лучше всего объясняют не слова, а действия. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.